Друзья, всем добрый день! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите со мной». Сегодня я хочу показать вам, какую красоту я связала. Вот такие ажурные красивые носочки. Один носочек я уже связала, а второй носочек хочу предложить вам связать вместе со мной. Вязать мы их будем с вами, начиная сверху. Резинку сначала свяжем, затем приступим вязать ажурный узор, затем перейдем к пятке, будем вывязывать пятку, и затем верхнюю часть носочка одновременно и нижнюю часть носочка вяжем одновременно. Моделька этого носочка очень простая. При вязании я использую простую пятку, вывязываю пятку самым простым способом. Носочки вяжу без клина подъема. Это намного облегчает нашу работу с вами. И хочу сказать, несмотря на то, что моделька здесь вяжется ажурным узором, этот узор тоже очень простой и легкий, с ним справится даже начинающая вязальщица. Для своего носочка я использовала вот такую вот интересную пряжу. Посмотрите, какие яркие, сочные оттенки. Камера, конечно, не совсем передает цвет этой пряжи. Немножко темнее на камере. Но на самом деле эта пряжа светлее. Но все равно, я думаю, что вам видно, какие красивые, яркие оттенки у этой пряжи. Мне эта пряжа очень понравилась своими оттенками. Я решила связать вот такие ажурные носочки как раз к весне. Можно их в подарок, можно самой носить. В общем, такие вот носочки я предлагаю вам связать. Вы можете взять любую другую пряжу. Я думаю, что эти носочки будут хорошо смотреться и из шерсти, из хлопка, из полухлопка. Единственное, на что обратите внимание, это на стирку. Ажурные носочки нужно стирать при температуре 30 градусов, для того, чтобы они и не растянулись, и не подсели. Итак, какая пряжа у меня? Я взяла пряжу Alize Baby Batik. Это стопроцентный акрил. Но несмотря на то, что это стопроцентный акрил, пряжа очень мягкая, такая приятная к телу. Так, состав я уже сказала, 100% акрил. В 100 граммах пряжи у нас 320 метров. Вот такая вот турецкая пряжа, очень симпатичная. Если вы будете брать другую пряжу, то чтобы сориентироваться по толщине, вот посмотрите, чтобы в 100 граммах было 320 метров. Вяжу я носочки на круговых спицах. Размер спиц 3,5 миллиметра. Для размера 37-38 я набирала количество петель кратное 2, потому что начинаю вязать резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная, и 1 петля у меня набрана для замыкания петель в круг. Так, ну что, начинаем вязать. Берем пряжу и обычным для вас способом, каким вы только умеете, набираем с вами петли. Так, я набираю 43 петли. 1 петля у меня для замыкания петель в круг. Так, 2, 3, 4. Так, я набрала 43 петли. Теперь одну спицу вытягиваем. Для того, чтобы нам с вами замкнуть вязание в круг, мы вот эти вот петельки произвольно делим на 2 части, вытягиваем леску
с одной вот стороны. И вот вторую часть также делим, ну, примерно пополам можно здесь разделить, вообще произвольно. И вытягиваем вторую леску. Вот здесь вот вытягиваем еще одну. Так, все петельки нужно вот так развернуть, чтобы они не перекрутились. Теперь соединяем все петельки в круг. Для этого одну петельку с левой спицы я снимаю на правую. И петельку, вот она у нас вторая получилась на правой спице, я ее поднимаю и сквозь нее протягиваю ту петельку, которую я сняла с левой спицы. Ниточки вот эти теперь подтягиваем, чтобы у нас здесь не было большого расстояния. Все, петельки мы замкнули в круг, и теперь приступаем вязать резинку. Первая петелька лицевая, затем изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, вяжем первый ряд. Итак, первый ряд резинки я провязала. Здесь вот еще разочек можно подтянуть вот эти два кончика нитки, чтобы у нас здесь не распустилось. Так, и я беру маркер и хочу отметить начало ряда, чтобы мне теперь знать, где у меня будет начинаться каждый ряд. Теперь я уже могу разделить все петельки на 2 спицы, примерно пополам. Если у нас 42 петли, можно разделить по 21 петельку на первой спице и на второй. И продолжаем вязать теперь резинкой. Значит, я определила, здесь у меня начало ряда, там где вот я набирала петли, начало где ряда, и продолжаем теперь вязать резинкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаем теперь вязать резинку 1 на 1. Я вязала на первом носочке резинку, вот она у меня примерно 2 сантиметра. Ну, я по рядам вам скажу, что у меня это расстояние соответствует 10 рядам. Итак, я связала резинку 10 рядов. Теперь приступаем с вами вывязывать ажурный узор. Раппорт узора состоит из 7 петель в ширину и 4 рядов в высоту. Я вот здесь сейчас прикреплю сверху схему этого узора, чтобы вам было проще вязать, но и одновременно буду показывать по рядам, как вяжется этот узор. Итак, начинаем распределять петли. Первая петля у нас лицевая, затем 2 изнаночных, 1, 2. Следующие 2 петли мы с вами провязываем вместе лицевой петлей с наклоном вправо. Захватываем 2 петельки и за переднюю стенку провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее делаем накид и следующие 2 петельки изнаночные. 1, 2. Вот первый раппорт узора мы с вами провязали. Дальше опять начинаем вязать лицевая, 2 изнаночные. Следующие 2 петельки провязываем лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо, накид и затем 2 изнаночные. Так, второй раппорт узора провязан. И опять лицевая, 2 изнаночные, 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо,
накид, 2 изнаночные. И так провязываем до конца первый ряд узора. Второй ряд узора. Вяжем петельки так, как они на нас смотрят. То есть вот лицевая была у нас первая, мы ее также вяжем лицевой. Дальше мы вязали 2 изнаночных. Раз, два, провязываем изнаночные. Следующие 2 петельки мы провязывали 2 вместе лицевой. У нас теперь одна петля, мы ее провязываем лицевой. Накид провязываем также лицевой петлей. Далее 2 изнаночные. Так, первый раппорт провязали. Опять начинаем лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид провязываем лицевой, 2 изнаночные. И так провязываем второй ряд узора до конца. Третий ряд узора. Первая петля лицевая. Так, следующие 2 петельки изнаночные. Раз, два. Далее делаем накид. И следующие 2 петли провязываем лицевой с наклоном влево. И провязываем их за заднюю стенку. Но сначала я эти петельки снимаю и разворачиваю, чтобы они у меня при вязании, когда я буду вязать их 2 вместе, они смотрели у меня влево. Итак, 2 вместе получается с наклоном влево. И далее 2 изнаночные. Так, первый раппорт у нас закончился. Опять начинаем лицевая, 2 изнаночные, накид. Следующие 2 петельки сначала снимаем, разворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Лицевой петлей провязываем. И 2 изнаночные. Еще разочек показываю. Лицевая, 2 изнаночные, накид. Следующие 2 петельки сначала снимаем, разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку и 2 изнаночные. И так провязываем до конца третий ряд узора. Четвертый ряд узора вяжем так, как петельки у нас смотрят на нас, так мы их и вяжем. То есть вяжем по рисунку. Первая петелька у нас лицевая, далее 2 изнаночные, накид провязываем лицевой, следующая петля лицевая, 2 изнаночные. Все, раппорт провязан. Следующий раппорт лицевая, 2 изнаночные, накид вяжем лицевой, следующая петля лицевая, 2 изнаночные. То есть получается 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот у нас уже с вами отчетливо видно. Вот эта петелька будет всегда лицевая, следующие 2 петельки изнаночные. Рисунок меняем, только вот здесь вот меняем местами накиды. Итак, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, лицевая, 2 изнаночные. И так довязываем до конца ряда. Итак, я провязала 4 ряда в высоту. Следующий 5-й ряд мы начинаем опять с первого ряда, повторять узор с первого ряда. И вот таким образом вяжем нужную высоту носочка. Если у меня посмотреть, я могу по накидам посчитать, сколько раз я делала накиды до пятки. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 раз я делала накиды. То есть вот эта вот высота
у меня связанная, которая ажурным узором. Вот она мне примерно, наверное, составляет где-то сантиметров 15. Ну, вы посмотрите, какая высота вам нужна, такую и свяжите. Итак, мы связали с вами нужную высоту носочка. Теперь распределяем все петли на две части. Верхнюю часть носочка, где мы будем продолжать с вами вязать ажурный узор, и нижнюю часть носочка. Мы будем нижнюю часть носочка вязать лицевой гладью. Вот я дошла до конца ряда, где вот у меня был маркер. Я этот маркер снимаю. И распределять петли на верхнюю часть носочка и на подошву я буду таким образом. Я хочу, чтобы, вот посмотрите, я хочу, чтобы у меня рисунок, узор сохранял симметрию. Вот, поэтому я здесь 3 изнаночных петельки вяжу до вот этого ряда, где у меня все время идет лицевая петелька. И с другой стороны мне должно быть все симметрично. То есть тоже 3 изнаночных и до вот этой вот полоски, которая вяжется лицевой петлей. Поэтому сейчас я нахожу вот эту полоску, где у меня она, вот она, да, и до нее 3 петельки я провязываю вот эти все петли так, как они идут по рисунку. Лицевая, изнаночная, изнаночная. Так, смотрю, сколько у меня тут, 4 еще петельки, значит еще одну. Все, и вот эти петли я сдвигаю на леску. И теперь буду формировать рисунок на лицевой, на верхней стороне носочка. Значит, первые вот эти 3 петельки я вяжу изнаночными. 1, 2, 3. Так, здесь немножко мне нужно передвинуть. Так, дальше я продолжаю вязать ажурный узор, так как они у меня идут петельки, то есть тот ряд, который у меня по рисунку идет, я продолжаю вязать. Значит, лицевая, 2 изнаночные. Так, здесь, значит, я должна делать сначала накид, затем разворачиваю петельки. Провязываю 2 вместе лицевой, далее 2 изнаночные, 1 ряд. Вот первый раппорт я связала, да, первый ряд. Так, дальше опять лицевая, 2 изнаночные, делаю накид, разворачиваю петельки. То есть по рисунку это у меня получается по схеме узора как 3-й ряд. 2 вместе провязываю за заднюю стенку, 2 изнаночные. Так, и для симметрии я провязываю вот эту лицевую петельку и после нее еще 3 изнаночные. 1, 2, 3. Так, эта петелька у меня лишняя, она у меня пойдет на подошву. Так, вот теперь еще разочек посчитаем петли. У нас должно получиться по 21 петельки на 2 спицах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Да, вот верхняя часть носочка у нас 21 петелька. Нижняя часть носочка у нас тоже будет 21 петля. Значит, верхнюю часть носочка мы пока с вами оставляем. И займемся вывязыванием пятки. Пятку мы будем вязать лицевыми петлями, поворотными рядами. Значит, провязываем первый ряд лицевыми петельками до конца. Так, вот я первый ряд довязала. Разворачиваю вязание. И следующий ряд
вяжу только изнаночными петлями. То есть мы будем с вами вязать пятку поворотными рядами. На лицевой стороне вяжем лицевыми петлями, с изнаночной стороны вяжем изнаночными петлями. Вяжем только ту часть носочка, где у нас будет пятка и подошва. Довязываем до конца. Сначала нам нужно с вами связать высоту пятки. Высота пятки у меня составляет 14 рядов. Вот 2 ряда я связала, значит еще нужно связать 12 рядов, и затем мы с вами приступим формировать пятку. Итак, я провязала 14 рядов, высота пятки у нас связана. Теперь мы начинаем формировать пятку. Для этого мы с вами делим 21 петлю, которая у нас на этой спице, на 3 части по 7 петель. Провязываем первые 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие 7 петелек провязываем таким образом. Сначала 6 петелек провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас с вами здесь должно остаться 8 петелек. А теперь вот эту 7-ю петельку и первую петельку с 3-й части мы с вами провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Здесь у нас на спицах осталось 6 петелек. Разворачиваем вязание и вяжем 6 петель изнаночными петельками. Первую петельку снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 7-ю петельку с середины, со средней части, и вот с этой первой провязываем 2 вместе изнаночными. У нас осталось здесь 6 петелек. Разворачиваем вязание. Вот теперь у нас уже отчетливо видно вот эти 3 части. Посередине у нас всегда будет 7 петелек, а по краям мы будем постепенно забирать с каждой стороны по одной петельке и таким образом убавлять пятку, формировать ее будем. Итак, следующий ряд опять начинаем вязать лицевыми петельками, не доходим до конца, вот эту одну петельку не доходим, ее и первую петельку провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Теперь у нас изнаночные петельки. Также провязываем ряд изнаночными, не доходим одну петельку и следующую петельку, которая у нас вот в этой части. Здесь вот как подсказка у нас уже вот этот вот промежуток, вот это большое расстояние у нас уже образовалось, то есть мы уже в принципе можем и не считать количество петелек. Смотрим по этому расстоянию, провязываем изнаночными, разворачиваем. Вот видите, у нас уже начинает формироваться пяточка. Первую петельку снимаем, провязываем лицевой ряд. Не доходим последнюю петельку и с этой части берем одну, захватываем одну петельку и провязываем лицевой. Вот так продолжаем формировать пяточку. Вяжем до тех пор, пока у нас не останется только на средней части, вот эта средняя часть, не останется 7 петелек. Итак, я закончила формировать пяточку. Вот у меня осталось 7 петелек. Все остальные петельки я убавила. Теперь нам нужно с вами поднять по бокам вот эти петельки с одной стороны и с другой стороны. Так, ну мы сделаем так с вами. Сначала вот эти все 7 петелек провяжем лицевыми.
Так, доходим вот до этой части. Здесь у нас с вами, если смотреть вот по этим косичкам, то будет 7 косичек. Мы должны здесь поднять с вами 7 петелек. То есть нам нужно поднять с вами с этой стороны 7 петелек и с другой стороны 7 петелек. Посередине у нас 7. То есть когда мы эти все петли поднимем, у нас должно быть 21 петля. Так, поднимаем с вами так. Находим вот эту косичку. Под первую петельку заводим спицу и вытягиваем ниточку. Первая петелька. Опять следующую находим вот эту косичку, заводим. Вторая. Так, вторая петелька. Так, третью косичку находим, заводим спицу, вытягиваем ниточку. Третья петелька. Четвертая. Пятая. Шестая. И вот последняя косичка, 7 петелька. Так, теперь здесь на верхней стороне носочка нам нужно продолжать вязать ажурный узор. Смотрим, где мы остановились. Так, первые 3 петельки у нас всегда будут изнаночные. Раз, два, три. Теперь начинаем вязать ажурный узор. Первая лицевая, 2 изнаночные. Так, здесь вот у меня по рисунку идет накид, я его провязываю лицевой, далее лицевая, 2 изнаночные, лицевая. То есть смотрите, на каком ряду по схеме узора вы остановились, тот ряд и продолжаете вязать. То есть верхняя часть носочка мы продолжаем вязать ажурным узором, а нижнюю часть носочка будем вязать лицевой гладью. Так, лицевая, и заканчиваю я верхнюю часть носочка 3 петельками изнаночными. Так, все. Дальше нам нужно поднять с вами. Так, вот здесь я так леску вытягиваю, чтобы мне отделить верхнюю часть носочка от нижней. Так, теперь здесь опять поднимаем 7 петелек. Поднимаем так же, как мы поднимали с той стороны. Значит, заводим петельку вот под эту косичку. Значит, первая. Так, раз, два, три, 4, 5. Так, еще 6, 7. Дальше у нас лицевые петельки идут. Раз, два, 4. И провязываем лицевыми. Все, мы с вами теперь все петли подняли и соединили наше вязание в круг. И теперь мы продолжим вязать с вами. Вот если я вот так вот разделю напополам, значит, теперь продолжаем вязать так, как у нас петельки здесь вот на нас смотрят. То есть нижняя часть носочка вяжем всегда лицевыми петлями, а верхнюю часть носочка вяжем по рисунку ажурным узором. Так, значит, здесь у меня ажурный узор всегда будет начинаться с изнаночных петелек. Сейчас я вам еще разочек ряд покажу. Ну, я думаю, что вам уже понятно принцип, как дальше вязать. Так, здесь я делаю
это первый ряд нашего узора, да, я беру 2 петельки, провязываю их лицевой с наклоном вправо, затем делаю накид, далее 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночные, опять 2 вместе петельки лицевыми провязываю с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, лицевая, и заканчиваю этот ряд верхней части носочка 3 петельками изнаночными. Так, поворачиваю. Здесь у меня идут все время лицевые петельки. То есть нижнюю часть носочка вяжем все время лицевыми петлями. Так, все, я довязала. И вот так у нас с вами распределились петли. И мы теперь можем продолжать вязать дальше свой носочек. Значит, вяжем, продолжаем вязать нужную длину узором до мизинца. Вы можете связать и померить, сколько вам нужно, какую длину вам нужно связать до мизинца. Итак, я провязала нужную длину носочка. Теперь провяжем лицевыми петлями 4 ряда. По кругу провяжем и с верхней стороны носочка, и подошву. Провязываем 4 ряда только лицевыми петлями. Итак, 4 ряда я провязала. Вот так вот у нас теперь выглядит наше вязание. Теперь приступаем вывязывать мысок. Для этого будем убавлять с вами с двух сторон по одной петельке. Но убавлять я буду таким образом. Первую лицевую петельку провязываю, вторую и третью буду провязывать 2 вместе лицевой. Но чтобы они смотрели у меня с наклоном влево, я их сначала сниму, разверну, верну назад на левую спицу и затем провяжу вторую и третью петельку 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше продолжаю вязать лицевыми петлями до конца ряда, но не довязываю 3 петельки. И с этой стороны тоже мы с вами 2 петельки провяжем вместе. Но вот смотрите, осталось у меня 3 петельки. Мы провяжем с вами вторую и третью вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. И последнюю петельку провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. Теперь мы с вами находимся на подошве. Так, здесь мы точно так же будем убавлять с вами. Первую петельку провязываем лицевой. Вторую и третью сначала снимем, развернем их, чтобы они у нас смотрели с наклоном влево. Провязываем эти 2 петельки лицевой петлей за заднюю стенку. Дальше продолжаем вязать до конца ряда лицевыми петлями, до тех пор, пока у нас не останется 3 петли. Так, вот 3 петельки у меня осталось. Опять я вторую и третью, у нас получается вторая и третья петелька, я их провязываю 2 вместе лицевой
за переднюю стенку с наклоном вправо. И последнюю петельку провязываю просто лицевой петлей. Так, разворачиваем вязание. И здесь точно так же второй ряд убавок делаем точно так же. Первую петельку провязываем лицевой, следующие 2 петельки снимаем, разворачиваем и провязываем вторую и третью петельку 2 вместе лицевой за заднюю стенку и вяжем до конца ряд, до тех пор, пока у нас опять не останется 3 петельки. Так, вот доходим до конца ряда, 3 петельки у нас осталось. Опять эти 2 петельки провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо и последнюю петельку провязываем лицевой. И вот таким образом вяжем с вами мысок, убавляем с каждой стороны по одной петельке. Последний ряд убавок я сделаю так. Посмотрите, у меня здесь осталось на первой спице 5 петелек и на второй 5 петелек. Я теперь убавлять буду не после первой лицевой, а сразу вот первую и вторую петельку провяжу 2 вместе лицевой, затем 1 лицевую и последние 2 петельки провяжу 2 вместе лицевой. Вот это на верхней спице. Теперь на задней спице, которая у меня вот на второй спице, которая у меня на подошве, я сделаю точно так же убавки. Значит, первые 2 петельки провяжу вместе лицевой, затем 1 лицевую и последние 2 петли провяжу тоже 2 вместе лицевой. Все, убавки я закончила, у меня осталось 6 петелек. Теперь мы с вами берем ножницы, отрезаем ниточку так подлиннее. Так, берем иголочку. И сейчас переснимем все оставшиеся петельки, 6 петелек, на иголку. И затянем наши все петельки, закроем вязание. Так, переснимаем все петельки на иголочку. Затягиваем все эти петельки. Вот их скрываем. Продеваем иголочку на изнаночную сторону. И здесь вот с изнаночной стороны закрепляем. И наш носочек готов. И вот наш носочек готов. Сейчас я его одену на манекен. И вот такие у нас с вами носочки получились. Посмотрите, какие они яркие, нарядные весенние носочки. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте подключить колокольчик, чтобы он извещал вас о тех новых видео, которые выйдут на моем канале. Вяжите вместе со мной, вяжите по моим мастер-классам. И спасибо, что были со мной. До новых встреч!